Всем доброе утро. Сегодня будет листинг криптовалюты 3B. Торгуется она на данный момент на криптобирже Coinbase. Теперь посмотрим, что у нас с ней происходит до листинга. На Coinbase она уже выросла на 54, даже если взять самую вершину, то это где-то плюс 70%, и уже идет на небольшую коррекцию вниз. Уже 8% в минус. 12 августа 2021 года на Coinbase она начала торговаться. Выросла сразу на 23% и далее упала в цене на 16%. Вот тут примерно волатильность вы видите. 6% это 4 часа таймфрейм. Поэтому, что у нас тут получается? Поэтому, когда будет листинг, возможно, еще криптовалюта может вырасти. До листинга на Binance вырасти. И во время листинга это где-то, сейчас скажу. Это у нас 7, листинг у нас в 10 часов. Вот он, вот этот уровень 10 часов. То есть, что бы тут ни было, я думаю, что тут может быть какой-то большой всплеск продаж и покупок и продаж, и цена пойдет вниз. Смотрим, наблюдаем, аккуратно торгуйте, поскольку вы знаете, что по нашим видео, что большинство криптовалют, которые листятся на Binance уже, которые торгуются на других биржах, они уже пропамплены, и высока вероятность того, что вы просто зайдете на АТХ этой криптовалюты, и она успешно пойдет вниз. Поэтому вот вам небольшое такое видео. Смотрите наш YouTube канал, YouTube сообщество. Там мы выставляем тоже интересные мысли по поводу торговли. Ну и всегда соотносите риски с вашими, скажем так, возможностями. Поскольку многие люди, которые либо где-то потеряли здесь, допустим, хотят сразу, ставя еще больше, отыграться, думая, что вот сейчас будет лонг, и они смогут отыграться на больших плечах. Но из-за того, что не выдерживают вот даже минус 1%, 2%, для них это будет уже очень много. И они сразу выходят с сделки. Я думаю, что криптовалюта еще будет идти ниже. Вот, это те, кто лонгует и не выдерживают глобального движения цены. Поэтому мой вам совет, лучше почитать книги, посмотреть наши видео и сделать себе торговую стратегию, по которой вы будете идти, и вас ничто не сдвинет с правильной точки. Вот тут 30% очень хороший, кстати, рост. Но и как вы видите, быстрый рост и быстрая коррекция на 20%. Также быстрый рост 31% и быстрая коррекция. Я еще хотел показать одну криптовалюту. LRC, по-моему, называется она.
Да, вот эта криптовалюта. Где-то я даже чертил. Даже где-то чертил. Странно. Может, Coinbase? Нет. Binance. Bitfinex. Ну ладно, неважно. Эту криптовалюту тоже очень хорошо пампили в свое время. Она выросла очень-очень сильно. Это с 21 июля по 22 августа цена выросла на 232%. И вот этот, скажем, рост необыкновенно большой. На 64% вы видели, наверное, на Binance эти проценты. Я думал, когда... вот, кстати, вот мои... Это ночь уже была. 21, 22. То есть я поставил движение в эту зону. И потом отскок с этой зоны. Так вот, что я хотел вам сказать. Если разобрать это движение этой криптовалюты вот так вот на 15 минутках, то вот здесь вот вы шортить не смогли бы, потому что его сильно выносят 4%. Слишком сильные движения волатильности, и здесь вообще, и потом раз, и ни с того ни с сего еще раз нас пропампили, хотя этого не должно было быть. И здесь, если вы хотели шортить, вас тоже бы вынесли очень быстро. То есть выигрывали те, кто лонговал в этой связи. И в общем, если вы в краткосрок играли, торговали и шортили на этой криптовалюте, скорее всего, вы потеряли деньги. А если вы все это лонговали, то понятно, у вас и лонговали не там час, а где-то 2-3 часа и больше. Вот здесь вот у нас 7 часов, да, просто тупо роста. И потом, наконец-таки, вот в 21:45 уже были первые сигналы на то, что цена идет вниз. Она пыталась вырасти, но таки пошла вниз в этом канале. Вот он. Да, вот этом канале. И криптовалюта упала в цене на, возьмем вот эту, до 21%. И вот здесь вот это сок. Вот это сок. Если вы видите его, вы можете хорошо заработать в будущем. Я сделал свой прогноз. От этого прогноза криптовалюта еще выросла на 7%. То есть получается у вас или у меня, тех, кто торгует, должен быть запас 7%. Но не у всех он есть. И в 22 часа мы бы могли получить хороший процент. Ну, если, допустим, есть у вас 7% или 8% на фьючерсах вашего бюджета по страховке, то отсюда, да, мы бы заработали с вами 8%. Тоже неплохо. Так вот, лучше получить несколько десятков долларов, там, допустим, 5, 10, 20 долларов с этой сделки и ее закрыть успешно, чем вы ставите 500, 1000, 2000 долларов при плече, там, 20, 50, 100. Это большие суммы, и сразу же вас выносят, если, допустим, 100% вы поставили, то, 100% плеча, да, 100x плеча, то
Вот 6% это минус 600. То есть у вас должно быть куча денег, если вы ставите $1000. Если вы ставите $100, у вас должно быть где-то $600 по страховке. То есть у вас из $100 будет минус 600. Это бред, я считаю, поэтому, во-первых, нужно заходить в в правильной позиции. И вот вы могли заработать раз 7%, потом откупить 2, если вы видите, что это шорт. Также, если вы видите, что вот лонговая ситуация, вот вы заработали, допустим, 22%, откупили, вы заработали 11%, откупили, вы заработали 8%, этого достаточно. Вы заработали там 9%. Никогда не спешите становиться в позицию лонг или шорт, потому что, как вы видите, или выходите из нее, как вы видите, криптовалюта может расти очень хорошо, но не вечно, и падать. Давайте еще раз вернемся к нашей 3B. Хотя есть тут тоже Uniswap 3B. Но это не важно на самом деле. Возьмем Coinbase. Вот мои каляки-маляки. То есть вот он. Вот это 10 часов. Вот. Вот это зона, откуда мы сделаем движение вниз. Здесь мы можем подняться, понятно. Где-то будет иксы, но в итоге вот так вот будет. Будет вот так вот. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Всем пока.